Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике у нас безлимитка, называется она Там Далат, ну и то есть далатовская безлимитка. У нас был обзор на одну из самых дешевых безлимиток. Стоила она 159 тысяч, она называется ровно так же, вот здесь ссылочка появится, а это за номером 2. Стоит она здесь 258, опять же за безлимитку. Давайте смотреть отличия, почему здесь дороже. Давайте набирать помаленьку. Прежде всего, отличие в том, что, здесь приличного размера, например, креветочки. Мимо них пройти я, конечно же, не могу. Несколько штук мы обязательно возьмем. Потому что, свежак еще и безлимитный. Вот по паре нам с Ромкой точно хватит. Затем огромные какие-то мидии, гребешки, опять же, в которых тоже можно некоторое количество набрать. Я хочу с икрой. Дайте мне все гребешки с икрой. Делайте ровно так же. Набирайте, покуда есть самое хорошее. Вот, смотри, какой красивый. И давайте парочку вот этих вот здоровущих, непонятных ракушек возьмем. Да и ладно, пускай будут. Посмотрим, что это такое. Куда же без бэйби-октопусов? Штучки 4 тоже. Порядок. Морских черенков. Вот так. Несколько зеленых красивых мидий. Это ровно те же самые новозеландские, которые у нас продаются. Здесь они тоже, как и в Новой Зеландии, растут. Я хочу побольше, покрупнее. О, королевскую. Вот такую. Ну и, наверное, главное преимущество, конечно же, это живые крабы, которые здесь ползают, а также живые креветочки. Только живые креветки что-то очень-очень мелкие, и плюс они прыгают. Короче говоря, может быть, мы и без них сегодня обойдемся, но спросить, готовят ли из них сашими, обязательно нужно. С крабами, опять же, посмотрим попозже. Давайте глянем, что у них там мясного и дополнительного еще есть. Здесь уже готовые креветочки. Возьмем несколько штук, чисто посмотреть, что за вкус они здесь предлагают. Из необычного, господа, здесь сразу же лежат очищенные уже яйца, следовательно, которые в виде зародышей. Ну и ладно, вот меня еще, может быть, немножко заинтересовали вот эти вот улитки, которые выглядят, как вот у нас продаются, знаете, там, по-бургундски и всякое. Возьмем несколько штучек. И отдельные крабы. Потом еще другие улитки. В крабах, честно говоря, я ковыряться не особенно хочу, а вот тех вот улиточек можно взять. Как-то вот так. В общем-то, обошли мы все. То, что нам было интересно, мы с Романом набрали. Также еще кучу соусов, представленных здесь, точно так же набрали. Потому что свежие какие-то морепродукты, осьминоги и прочее, их можно и просто пожарить без всего. Но можно, используя местные соусы. Например, какие-нибудь ракушки, гребешки можно вот с местным луково-чесночным и прочим соусом сделать. А некоторые морепродукты, я набрал свеженького лайма, мы просто сбрызнем. Окей. Что же, потихоньку начинаем. Этого набрали, соусов набрали, можно приступать жарить. Ну и давайте с вот этих морепродуктов и начнем. Для начала просто все раскидаем и сейчас будем заливать какими-либо соусами. Креветки уже не влезут, с ними потом. Роман, неважно какие, да, и острота сюда подойдет. И зелененькая острота подойдет. И какая-то другая острота подойдет. Вот я единственное сырную не знаю, зачем взял соус, но разберемся.
Одну такую сделаем с маслицем, обязательно. Ром, вторую ты с чем хочешь? Давай с сырным. Сырным? Серьезно? Роман захотел сырную. А лайма туда налить тебе, нет? Не надо. Держись. Вот так. Гребешочек с лаймом. Этот у нас будет с лаймом и перчиком. А этот с непонятным вот таким соусом. Короче, разнообразие полноценное. Закипело. Все, готово. Гребешка ни в коем случае не передерживаем. Вот этот пускай тоже подзакипит. Так, здесь уже почти тоже готово. Короче говоря, закипел, считай, все готов. Красавчик. Да. Долго держать точно не будем. О, есть. Ай, горячо. Держись. Соки, не падайте. Ну вот теперь, я уверен, и готово. Получилось их перевернуть, а следовательно, да, дольше держать и не надо. Поделились мы тут с Романом гребешками. Вот я себе чисто лаймовый взял, а там какие соусы, я уж не знаю. Я и не помню, куда какие клал. Короче говоря, вот лаймовый. Просто без всего, самое главное. Замечательный гребешок. Лаймовый вкус, конечно. Я добренько его полил. Без песка. Ребята, это восхитительно. То есть все в порядке. В этом чуть-чуть песка встретилось. Самое главное, свежий, хороший гребешок. По большому счету, можно даже без лука, а просто вот этого, знаете, лукового масла вот так вот чуть-чуть капнуть сверху на гребешка, и тоже будет здорово. О, вот этот острый был. Все-таки где-то песочек встречается, но вообще не криминально. Имеется в виду, что пары крупинок на одного гребешка, не более. И не откладывая в долгий ящик, еще, да, уже нормально подостыло. Давайте попробуем вот эту совершенно непонятную штуку. Я такие ракухи вроде как видел, они встречались, но, честно говоря, специально я бы такую не покупал. А вот когда в безлимитке, вроде как можно и попробовать. Да, зачерпнем соков побольше, лучка, вот этого всего, потому что мне немножко боязно, как это будет все с кишками и прочим. Жесткая, где есть прикол. Вы знаете, я ее съел с удовольствием. Пожевать, да, долго. Это, сложно прожевываемая вещь. Очень много морского вкуса. Я поэтому и не выливаю вот эту водичку, потому что соуса-то я добавил не так много, а здесь именно вот эта морская вода. Мне она понравилась. Единственное, что, челюсти придется напрячь. Давай-ка водичку. А вот это кайфово. Из нее, из самой, очень много вытекло морской воды. Вот этой свежести в сочетании с этим соусом просто прекрасно. Я бы еще сходил, взял, но у нас много уже и так набрано. Не будем, как говорится, оставлять что-то, выкидывать. Вы же понимаете, с собой отсюда ничего не забрать. Это безлимитка, такие правила. Роман, вот ты сделал эту штуку с сырным соусом. Как у тебя? Давай с нее начнем, потом быстренько по гребешкам и поедем дальше. У нас много всего. Я попробовал, она резиновая, я не стал ее есть. А гребешки отличные, без песка, свежие. То есть ты такой раз, покрышка и не надо. Ну да. А ты за эти раз какой-то вкус успел почувствовать? Нет.
Никакого вкуса не успел. Ну, почувствовал маргарин вот этот и все. Хорошо, вот видите, в чем ошибка? На мой взгляд, ошибка. Может быть, не хочешь жевать, не надо. Мне очень понравилось, я просто немножко напрягся, и вот после вкусия сижу сейчас и просто кайфую. Мне очень было вкусно. Это то, что я хочу от морепродуктов. Ну, Роман, так, гребешки, значит, отличные, все здорово, хорошо. Не откладываем в долгий ящик следующие морепродукты. Мидии, креветки у нас еще, осьминоги и морские черенки. Все вываливаем. Давай быстренько выкидываем сюда мидии. Вот побольше, которая пускай поближе к жаре, остальные по краешку. А вот так. Пошли черенки сразу. Черенки, как вы понимаете, мы ничем сдобрить не можем. И, что самое главное, по крайней мере, некоторые из них я вижу живые. Это очень хорошо. Также давайте и креветочек закинем. А креветки, я не знаю, надо чем-то смазывать, не надо. Проще, наверное, когда креветка приготовлена, ее очистить и уже готовое мясо во что-то кунать. Соусы у нас имеются. А вот то, что черенки живые, меня радует. Они в анабиозе там лежали на льду, и все. А сами живые. Давайте вот я над самой большой мидией тут поизгаляюсь немножко вот так вот лаймиком. А соус я даже не знаю. Давайте остринки добавим. Вот такой вот. Немножко, конечно. Много нам не надо. Ром, а остальные лаймом чем-нибудь или вообще ничего? Я люблю готовые поливать лаймом. Готовые поливать лаймом? Да и, пожалуйста, тогда не будем ничего. Но если гребешки закипели и сразу готовы, то вот такая здоровая мидия вот закипела где-то минутку, она побурлила и нормально. Вот это тоже, соответственно, готово. Эти у нас даже еще не кипели, поэтому их просто пока подвинем. Креветки пускай еще где-то чуть-чуть, потому что они все-таки в панцире. Ну и с этими товарищами примерно так же. Подождем, короче говоря. Мы же здесь ориентируемся исключительно на визуал. Как оно нам, нравится или нет еще. А вот оно теперь у нас уже все и готово. Все прокипело и выглядит уже теперь съедобным. Здесь вон этот даже, может быть, чуть-чуть подгорел. Не страшно. О, этот пускай вон здесь еще поготовится. Ну и креветки тоже, конечно, готовы. Панцирь не страшно. Очистится. Вот так как-то. Перед тем, как начать пробовать, давайте подготовим осьминожков. А именно, у нас здесь какое-то их количество. Значит, прежде всего, мы с Романом немножко за кадром пообсуждали, как мы их хотим замариновать. Зальем прилично лаймом. Раз. Черного перца хорошенько. Я бы даже, наверное, еще добавил. О. А затем Роман предлагает еще и вот лучка. Но я очень много масла не хочу на них лить, потому что у нас иначе там все вспыхнет, вы же понимаете. А я больше вот именно лучка. Давай масло стекай маленько. Вот так. Пущай маринуются. А мы приступим к дегустации уже готового. Давайте с креветочки начнем. Остыло маленько. Да, ничего так. Порвалась маленько. Не страшно. Очистим. Впечатление, что можно было даже чуть подольше еще готовить. Ром, смотри. Сыромятка небольшая. Это не страшно. Креветки и сырыми едят. Отличная, хорошая креветка. Бери, которая подзажаристая, потому что вот у меня вот это немножко сыроватая.
Роман правильно отметил, что это пресноводные при этом креветки. Давай вот эту в сольку макнем. Ну да, они уступают морским, как по мне, по вкусу. Я еще вот с головными этими кишочками съел. Ну, так. На мой взгляд, действительно, морская, скорее всего, была бы повкуснее. Как отличить? У этих длинные передние клешни, то есть у них вот телескопические такие тоненькие длинные клешенки впереди есть. Ну, мидия, понятно, с ноги не снята. Сейчас мы ее как-то аккуратно снимем. Вот так. А вот это, господа, другое дело. Да. Мидия шикарная, не переготовленная, морской вкус на месте, чуть-чуть остринки. Короче говоря, здесь я угадал полностью. И морской черенок. Съедается он полностью, а я его макну в какую-нибудь тоже один из острых соусов. И черенок тоже прекрасен. Никаких вопросов. С креветкой, скорее всего, я просто ложанул. Да, я другую возьму, вот, слегка такая даже подгоревшая, чтобы не быть совсем таким голословным. Если это тоже такая недоготовленная, то, значит, надо их просто подольше держать. А то снаружи, как видели, хитин уже такой подгорелый, а внутри еще ничего. До конца не готово, переживать не стоит, что дольше держать можно. Ну, вот это получше. Только вот эту бяку из головы я хочу совсем вычищать. Она совсем невкусная, в отличие от морских. Ну и куда-нибудь. А я просто лайм хочу. Лайм закончился. Вот так. Ну, вот это да. Ну, вот это поприятней. Она ватная. Я уверен, они свежие здесь, все с ними в порядке. По сравнению с морскими, это такая, без особенного вкуса, просто такая, креветочная вата. Но она хрусткая при этом, ну, на вкус как вата, то есть никакая. Роман, ты все тоже попробовал, да? Да. Ну, креветки по сравнению с морскими полная фигня, их вообще не стоит брать. Мидии, Я тоже когда... самое и сказал. Да, мидии, вот когда ты их просто подогрел и потом лаймом залил, это, ну, для меня, на мой вкус, одно из лучших сочетаний, мидии свежие. Ну, а вот эти вот, как их там, ноготки или что это? Ну, морской черенок, Черенки. Ну, это всем понравится, потому что это морской вкус и кусочек мяса, это классно. Ну да, так что, на мой взгляд, лучше, конечно, из аквариума морских креветок набрать, хоть они и значительно меньше. А эти, которые пресноводные, потому они, наверное, и лежат. Ничего особенного они из себя не представляют. Осьминожка, я думаю, уже замариновался. Welcome на гриль. От лаймового сока даже чуть-чуть побелели. Ну и молодцы. Ай, какие красотули кудрявые. И финальный переворот, и уже и будут готовы. Вот здесь вот серенькая сверху осталась часть, вот ее доведем и порядочек. О. Вот так. А теперь попробуем осьминожку. Клюв у которой не почищен. Но у меня под руками ничего нету, чтобы его оттуда выковырить. Я съем его так. А я не знаю.
чуть-чуть сольки. Прекрасный, хрусткий осьминог. На все про все с готовкой осьминога у нас с Романом ушло где-то минут 5-6. Больше особенно и не требуется для бэйби-осьминожков. Если вам попался покрупнее, ну вот подольше немножко подержите. Особенно это касается той части, где все щупальца соединены воедино, а следовательно там просто потолще и подольше прожаривать. Ну вот, можно так посерединке положить. Чего мне не хватает с точки зрения грильных осьминогов? Наверное, барбекю соуса. Но можно это компенсировать какой-либо остротой и так далее. Тот соус, который мы здесь изобрели, меня вполне устраивает. Чуть-чуть вот я в соль еще макнул, вообще замечательно и прекрасно. Короче, осьминог отличный, Роман. Очень нежный, мне понравился вот этот маринад, потому что луковое масло капало на угли, вот этот дымок. Дымочек такой. Образовался, и прямо чувствуется, что да, это было приготовлено на гриле. Ну и в целом все отлично, здорово. Ром, давай попробуем, пока к мясному не перешли, морепродуктовые вот эти вот штуки. Уж испачкаться так испачкаться. То, что было уже готовое. Интересно, здесь креветка. Она подозрительно отрывается так же, как пресноводная. Интересно. Тоже пресноводная, что ли? Господь с ним. Ой, ну этот маринад мне совсем не нравится. На. Это передержанный, перегрильный, уже почти горький. Не, мне откровенно просто не понравилось. И, по-моему, да, это пресноводная. Такая же вот ерундистика, как и была с той. И маринад, знаете, вот когда у тебя на гриле в маринаде что-то лежало, и оно уже сгорело. Вот такой вот сейчас я вкус почувствовал. Не, мне это совсем не понравилось. Короче, Господь с этой ерундой. Рома, а у нас... шпажки освободятся, попробуем улиток. Окей, давай приступать к мясу, а ты скажи пока мнение по улиткам. Ой, по улиткам, по этим креветкам. Может, тебе понравилось, нет? Ну, это вата со вкусом горелого хитина. Горелый хитин, да-да-да. Вот правильно Рома говорит. Давайте шпажки выкладывать. Только так, чтобы не сгорели только сами шпажки. Ром, давай-ка я возьму еще лаймов. Шашлычки тем временем у нас уже готовые. И давайте смотреть. Ну вот это сердечко тоже, конечно. Это само собой. Здесь еще можно, наверное, ну да, вот с этой стороны маленько подержать. А вот это вроде тоже уже готовое. Да и это сердечко тоже. Как-то так. Ну и давайте начнем с шашлычка. По-моему, это говядина, Ром, да? Да. Прекрасное сочетание. Болгарский перец, говядина, лучок. Говядина, лук-лак, по-местному, если это называть. Здорово, классно. Небольшие, приятные шашлычки. Вот так вот пожарил. Довольно сытные. Хоть кусочки такие, брусочки говядинки и небольшие, но да. Ром, у меня вопрос. А вот это внутри что? А, нет, это не лемонграсс, я сначала было думал.
но это выглядит как листик какой-то, то есть съедается целиком. А вот эти ролики маленькие, это очень и очень вкусная штука. Это грудинка, а листик внутри, он настолько классный, сочный. Лист чего не знаю, не исключено, что это горчичный лист. Но он очень свежий. Ну, мы еще лаймом полили, поэтому, наверное, это супер классное сочетание. Что за листик? Я попытаюсь узнать. Мы, может быть, одну раздербаним и посмотрим, что за лист. Роман, крайне рекомендую, пробуй. Это очень вкусно. Особенно, если лайма сверху добавить. Вот здесь было больше барбекюшного соуса и не так сочно. Вот эту штуку, если лаймом смазать, то здорово и хорошо. Очень перченое. Я тут сижу над соусами, поэтому у меня слегка с носа потекло. Роман. Тут тоже все отлично, шашлычки, огонь. Вполне такие, даже очень острые, я бы сказал, кстати. Вот шашлычки, да, с остротой. Вот эти вот завертыши мясные мне больше всего понравились, потому что вот это, когда ты его раскусываешь, внутри настолько сочная трава и мощная по вкусу, что вот сочетание отличное, да. Ну и сердце. В общем, все супер. Слушайте, обычно мы вот такого плана роллы брали, и они здесь тоже есть. Знаете, грибы и ноки, и завернутые в бекон. Это классно, это здорово, это классически можно обмазать каким-либо соусом там и так далее. Но вот эта штука прям приятно меня удивила. Ну и пока у нас жарятся остатки мяска. А как ее есть? А ее высасывать, да. Вот она. У нее с этой стороны сломана ракушка, соответственно, высасывается. Соус неплохой, сладенький, симпатичный, необычно. Еды мало. Мне не очень заходит, я бы много такого не съел, но чисто попробовать, вот пару штук более чем достаточно, на мой взгляд. Склизкие засранцы. Теперь вот так вот. No thanks. Давай, до конца вытаскивайся. О, со всеми кишками. Нет, просто нет. Простите. Роману я даже предлагать не буду. Я иногда, знаете ли, такой: Рома, нужно все испробовать. Что это ты отлыниваешь? Здесь я не буду настаивать. Я лучше попереворачиваю бамию. Это я знаю, беспроигрышный вариант. И баклажанчики, вот очень хорошо. Вот баклажанчики, да. Вот это хорошо. Сердечко, да, готово. Бамия, баклажанчики. Все как надо. А эти с краешку были, пускай еще здесь маленько поваляются. Прежде всего, кусну кусочек сердечка. Получится ли у меня откусить? Вполне. Хорошая мясинка. Мне очень нравится. Соус изначально, который у них здесь добавлен, он довольно острый. То, что перченый, ну, знаете, это на дело вкуса. Но мясо такое и должно быть, на мой взгляд. Кусается неплохо. Вкусно. Немножко сладковато. Я уверен, Роман про это сейчас тоже скажет. Бамия всегда огонь. Именно вот так вот подзажаренная. Это кайф. И присоленная. И баклажанчик.
Максимум вкуса, что мы могли получить от овощей, да. Кстати, уже тоже все готово здесь. Да, бамия порядок. И да, баклажанчики тоже. Ничего более. Вот это вот соль с перцем, который вы здесь берете, да, по кайфу, вот так вот посолил, все нормально. Здесь, помимо моей соли с перцем, у этого сердечка есть еще острый такой, достаточно сладковатый маринад. Ну, он в нем и был изначально замаринован. Много я бы такого мяса не съел, потому что именно что сладковатое, но не сильно сладковатое. Сейчас я быстренько с овощами закончу и подведем итог. Кайф. Безлимитка, господа. Можно сидеть, поесть, проголодаться, потом еще поесть. Вас никто никуда не прогоняет. Поэтому они открываются, правда, в 4 или 5 вечера, а закрываются в 11, чтобы ты очень долго не сидел. Но, впрочем, за 5 часов, которые тебе выделены, можно много съесть. Да, напитки в отдельную стоимость, к сожалению. Ну, впрочем, здесь и не такая, чтобы прям высокая стоимость за одного человека. Напомню, 258 тысяч донгов. Сиди, ешь. Нам принесли еще вот такую штуку. Это для того, чтобы ты мог сам себе здесь хот-пот еще сделать. Ну, в меня не влезет, а совесть мне не позволит оставить еду, знаете ли, недоеденную. У нас и так осталось пару шашлычков, овощичек немножко. Это мы уж за кадром тут с Ромкой прикончим. Вот. А в целом, да, приходить большой компанией и вот так вот сидеть, ну, кайфово. На мой взгляд, недорого. Есть места подешевле, я имею в виду безлимитки, в частности, про которую я в самом начале упоминал. Ну, там поскуднее. Я уже потихоньку итоги подвожу, ну, короче говоря. Сейчас их и подведем. На мой взгляд, очень и очень неплохо. Вы знаете, чуть ли не лучшая безлимитка на данном этапе, которую я здесь встречал. Была раньше Ми Баффет, замечательная, классная, еще и в туристической зоне. Да, подороже, но, знаете ли, по нашим меркам все равно дешево. Но она почему-то закрылась, видимо, недостаточно туристов, которые бы туда ходили. Не знаю почему, к сожалению, она пропала. Там было просто высший класс. Вторая. После той лучшей теперь вот эта. Следовательно, она первая сейчас. На мой взгляд, здесь очень классно все приготовлено. Выбор приличный. Хорошие морепродукты на льду. Есть живые морепродукты в аквариуме. Да, выбор не такой огромный, но крабы и креветки, пожалуйста, вылавливай. Вари себе хот-пот из крабов или жарь этих тех самых крабов на гриле. Никто ничего, как говорится, все включено. Кроме напитков. Она настолько низенькая, что ей даже нагибаться не пришлось, чтобы в кадр не попасть. Поэтому я очень рад, что такие заведения открываются. Мы сегодня посидели, мне понравилось все. Есть эксклюзивные даже некоторые блюда, которые мне пришлось здесь попробовать впервые. Это классно и здорово. Да, из дополнительных вещей в кадре это было. Конечно же, есть фрукты безлимитные и прочее. Мороженки для детей. Они также там отдельно. Это мы не обозревали, но это все есть. Так что с детьми, со всеми, пожалуйста, заходите. Скажет кто-то, что это реклама. Да нифига, мы платим здесь по общему ценнику всегда. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. А это на чем? Это не лемонграсс ли часом? Я думал, это целиком надо съедать. А если это лемонграсс, это ж не съедать, это снимать. Может, спаржа. Так, чтоб романовская не упала моя мне. А это, Роман, ваше изобретение. Пожалуйста. А это что за чешуя рыбья? Готовые, Ром? Ну, люди с детьми приходят, это понятно. Ну, так вы хоть за ними следите. Ну, что это такое?